Посмотрим внимательно на такого переливающегося яркого хамелеона и попробуем нарисовать. Начнем с ровной линии. Нарисуем голову в виде такого ромбика, который из двух таких треугольничков состоит. Этот ромбик отложим примерно 2 раза в туловище. Округлим форму сверху овалом. Внизу, где живот, более ровная линия. И нарисуем большой глаз примерно до середины. Внизу, ниже середины, рот. И продолжением спины рисуем хвост, изгибающийся в такую круглую спираль. Можно сразу кружочек внизу нарисовать, а потом прорисовать такую спиральку, которая уменьшается. Теперь приступаем к ногам. Один уголок. Немного изгибаем второй уголок, заднюю ногу. Стираем ненужные детали и утолщаем ноги. Одну по форме и также вторую. 2 овальчиками. Теперь прорисовываем верхний, такой у него как шлем, веточку и ноги. Заднюю ногу чуть видно. Смотрите, лапки не острые, а такие округлые. Оно как бы округляет дерево. На концах такие тоже округлые, не острые, в отличие от ящерицы, которую нарисовали. Прорисовываем ноздрю. Еще раз проходим по форме. Дорисовываем дерево, разветвляем, чтобы такое интересное было. Глаз, смотрите, побольше он доходит до линии, до середины, и губу как бы обводим тоже мы. Выявляем все формы, посмотрите, обводим более ярко. И показываем форму, как примерно будут полосочки объемные идти по форме. Немножко их округляем как бы. Теперь смотрите, я взяла линер, но это не обязательно. Можно, в принципе, фломастером обвести. Можно вообще не обводить, просто линер даст нам более четкие формы, линии. И чтобы у нас никуда ничто не затекало, мы более четко будем видеть, где у нас какие формы. В принципе, линером очень удобно работать, и в сочетании с акварелью она дает такой интересный эффект. То есть где-то какие-то детали становятся более конкретными. Вот на спине я еле-еле прохожу линером. Смотрите, не четко, а такие линии немножечко еле полунамеком. На глазу показываю, как реснички как бы расходятся, и сам зрачок черным затемнили. Вот здесь в серединочке у нас будет самая светлая часть. На животе будет тень, вот я показываю. Стираем ластик, если вы линером рисовали. Если нет, то, соответственно, сейчас начнем раскрашивать уже красками. Посмотрите, водой очень-очень прозрачно. Сразу беру где-то тон, голубые оттенки, но не сильно. Воды у нас очень много. Чуть-чуть просто касаемся. Добавляем теперь теплые оттенки. В спине у нас, посмотрите, будут более такие прозрачные оттенки, внизу более темные, по правилу света тени, да? Проходим водичкой всего, чтобы он был достаточно мокренький, потому что у нас вот все точки, которые мы сейчас будем наносить, они должны немного растекаться, перетекать, то есть как вот в лягушке и в ящерице очень похожа вот эта техника, когда здесь не нужно следить за растеканием красок, а наоборот можно свободно очень идти по всей форме. Главное не затемнять, посмотрите, а только в тех местах, где у нас будет объем. То есть лапы мы вообще оставляем светлые, то есть прозрачные, а вот по всей форме начинаем затемнять. Сверху, как мы сказали, более теплые оттенки.
И серединочка у нас самая светлая остается. Посмотрите, линия центральная, где у нас была полосочка первая намечена. Теперь затемняем низ, то есть объем показываем, что живот и весь низ хвоста у нас будет более темный. Добавляем более зеленых оттенков. И такими точечками выделяем вот эту полосочку. Смотрите, она остается у нас светлой. Показываем по спинке вот эти полоски, как у нас идут. То есть где-то полоски полунамеком должны читаться. Не сильные, не активные, но такие вот расплывчатые. Затемняем еще низ, периодически показываем объем глаза. Губы остаются светлые. Ногу немного выделяем. То есть нога у нас тоже остается самая светлая, прозрачная. А вот низ хвоста, посмотрите, именно край, мы немного затемняем, выделяем, придаем объем. По спине показываем точечками узор, какой идет у него. Такой он немного полосатенький. Хамелеоны вообще разные. Если вот вы посмотрите в интернете, они бывают разных оттенков. И если вы немного добавили других, то ничего страшного. То есть они бывают и в коричневые оттенки, и в более желтые, и изумрудные. И переходим к дереву. Посмотрите, я сейчас тоже прорисовываю какие-то зазубрины на дереве. И охрочкой очень мягко, прозрачно проходим дерево. То есть тоже сохраняем правило цилиндра. Сверху оно будет у нас более прозрачное. А вот внизу, то есть низ дерева, там будет у нас тень собственная, прорисуем более коричневым. Но еще и у нас от самого хамелеона тоже будет немного тень, падающая на дерево. Теперь за хамелеоном, посмотрите, дерево более темное, потому что будет тень от хвоста. То есть все время, когда берем темный тон, думаем, где у нас тень. Вот падающая от самого хамелеона, за ногой затемняем, и за хвостом более темные тени. За лапой. И еще раз смотрите, выделяем ноги, то есть вокруг них внизу мы все затемняем легко. Теперь смотрите, вот я увидела, что форма головы немного не такая. Посмотрите, она немного отделяется как бы от туловища, поэтому я ее увеличила. Вы можете сразу это сделать, но ничего страшного, когда в процессе художник видит, как форма меняется. Вот еще потом я вижу, что нос немного, я тоже исправлю, сделаю его более округлым. Сейчас на рыбку похоже. И потихоньку вот мы смотрим, где что надо затемнить, выделить вот эту голову, отделить от туловища, за ней чуть-чуть затемняем, живот еще затемняем, ногу саму немножечко берем. И теперь прорабатываем детали. То есть делаем более контрастные тени. Немного добавляем коричневого в тень собственную на нашем хамелеончике. То есть можно добавлять разные оттенки. Вот смотрите, я взяла коричневый. И чтобы хвост получше отделился в спиральке, я прошла его, затемнила. И на лапе с одной стороны тоже я делаю немного тень, чтобы она стала объемной. Смотрите, где у нас полоски, можно их еще усилить, чтобы они отделялись. Вот я увеличиваю теперь мордочку, еще делаю ее более округлой. И линером, посмотрите, еще показываю вот эти шероховатости, которые идут на коже, такие неровности.
такие пупырышки где-то идут. Вот их можно тоже или фломастером, или линером немножечко обвести, такие как кружочки, выпуклости. Еще раз затемняю сам глаз. Смотрите, внизу глаз более темный, то есть, чтобы показать, что он выпуклый, мы его затемняем. Выделяем губы. Еще затемняем вокруг ноги. И теперь берем белую краску, смотрите, и белильцами я делаю еще пупырышки, как бы объем такой. Губы выделяю. И верхнюю часть, куда падает свет у нас. На все места вот эту среднюю полосочку еще раз прохожу, чтобы она немножко выделялась и придавала объем. По хвостику посерединочке, по лапам. И вот где-то не по всей форме, а где-то в каких-то местах, вот где поверху такая вот у него щетинка как бы, проходим такими точечками белыми. По дереву где-то еще показываем зазубринки. То есть очень-очень тонко делаем детализацию уже. Высветляем. Так, вот я решила, губу еще надо высветлить, потому что губа, она такая светлая, самое такое место. Ну вот, фломастером коричневым сейчас еще решила подчеркнуть какие-то детали, выделить глаз, вот нижнюю часть туловища, смотрите, где нижняя вот челюсть у него потемнее. И теперь более коричневым обвожу вот эти пупырышки, чтобы они у нас выделялись более контрастно. Так, мы еще забыли дорисовать заднюю ногу. Я ее, посмотрите, легко уже не обвожу, чтобы она у нас ушла назад. Таким вот изумрудным, с добавлением коричневого, потому что она у нас там в тени и не слишком заметна. Просто мы ее так наметим. Разными тоже оттенками, не одним цветом. Ну вот, затемняем тень собственную на хвостике. Смотрим, где у нас еще что-то нужно доделать, выровнять какие-то места, вот эту спиральку поконтрастней показать. Посмотрите у себя, что надо сделать. Вот ногу еще я посмотрела, надо в тень увести, да? И вот практически хамелеон уже сидит на своей веточке. Надеюсь, у вас тоже получилось. До новых встреч! Желаю вам удачи в творчестве!